Приветствую, друзья! Сегодня первое видео из 10. Я бы хотела рассказать, поделиться с вами, как я сама вижу эту типологию, и, возможно, это откликнется вам. Типология личности, конечно же, относится к области психологии, да? И, как вы многие, наверное, понимаете, множество есть типологий, и самое известное это, конечно, сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик, да. Ну, чем мне нравится типология Афанасьева, да, что там 24 психотипа. Эти психотипы, они легко определяются, да, при том, что вы владеете этим методом. Вот. И, конечно же, эта типология, она более полно может описать личность по сравнению, например, с той же соционикой, где 16 психотипов. Вот. И более того, этот инструмент, он рабочий. Я в своей жизни уже с 2007 года использую этот метод, вот, в работе с детьми, в общении, в работе, в семейных отношениях, в любых взаимоотношениях и прежде всего в отношении себя. Вот. И я желаю многим, кто интересуется этой темой, разобраться в ней. Вот. Я готова ответить на вопросы, если какие-то возникают. Вот. И, конечно же, я могу сказать с уверенностью, что этот метод рабочий. Даже несмотря на то, что сейчас я его использую в комплексе, да, например, в комплексе с human дизайном, с джотиш, астрологией, с другими, даже линейно-векторная тема тоже подходит. И любая система, она вписывается в комплекс. Если у вас есть обширное видение и более объемное понимание ситуации, конечно же, это помогает увидеть человека, себя, ситуацию, взаимоотношения более объективно. Поэтому highly recommended данная типология. Вот. Причем, что удивительно, неважно какой возраст, да, человека, вы можете определить психотип у ребенка. Вот. Я определила психотип своего сына, когда ему еще не было 2 недель. Вот. И это помогло мне более взаимодействовать с ним более осознанно. Да, дорогие друзья, если мы говорим о типологии личности в рамках психологии, да, то, конечно же, это относится к личности именно человека, то есть к тому временному вместилищу души, в который мы пришли получить определенный опыт. Да, наша душа, которая имеет вечную природу, она душа, дух, атман, как его называют по-разному, да, что вам откликается больше. Но та самая составляющая наша, которая вечная, она пришла в тело, да, в личность. И личность собой представляет разум и тело, если так условно и упростить. Вот. И данная типология, она именно описывает структуру характера, да, тип личности. Вот. То есть, что собой представляет, да, вот эти 24 психотипа и как они появляются. Александр Афанасьев использовал этот, можно сказать, метод 4 кирпичей, да, из которых состоит личность. И в зависимости от того, как 4 кирпича под названием логика, физика, эмоции и воля располагаются, так появляются вот эти вот 24. Если коротко пробежаться по функциям, то физика — это все, что связано с телом, мироощущением, мировосприятием на физическом плане.
Логика — это мир понимания абстрактного или предметного мышления, способность воспринять информацию, передать ее. Воля — это мир духа, да, стержень личности, способность брать ответственность, принимать решения, дальновидение. Эмоции — это мир ощущений эмоциональных, жизнь сердца, способность сочувствовать, сопереживать, почувствовать настроение, там, дыхание человека, как он вообще, чем он живет. Вот вкратце о 4 функциях. В дальнейшем видео я расскажу о многом. Я расскажу, как эти функции ведут себя, когда они стоят на первом, втором, третьем и четвертом месте. Также расскажу о взаимодействиях психотипов между собой. Раскрою тему, как можно использовать типологию личности в работе, в семейной жизни, в отношениях, воспитании детей. И о саморазвитии, как в рамках психотипа вы можете расти. И каким образом я, исходя из своего опыта рассмотрения разных людей, психотипов, детей, взрослых, увидела, как это работает и какие результаты это приносит. Вот. До встречи!